Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами вот такая вкусняшка с подарка от Екатерины с Украины. Здесь ассорти глиномелов. Они все подписаны. Сейчас я их выложу на тарелочку и будем с вами дегустировать. Они у меня лежали, отдыхали с дороги. Знаете, не давали они мне покоя. Я решила сегодня, как говорится, один поломался, но ничего страшного. Они все разные формы. Есть большие, есть поменьше. Так. Красота. Все подписаны. Так что сейчас будем с вами их пробовать. Давайте вот с этого маленького начнем. Так, что у нас здесь такое? Так, с голубой глиной. Давайте пробовать. Такой вот он. Видно, что мелочек есть с глинкой. Угу. Он столько нежный. Ну, во-первых, он плотненький, но откусывается легко, с глухим хрустом. Я чувствую голубой азов здесь. Ее вкус, ни с чем не перепутаешь. Слегка сластит. Вкус мокрой земли, мокрой побелки, мокрого мела. И в составе мел с очень мягкой крупинкой. И они когда вот вместе тает, такая кашица получается с очень насыщенным влажным вкусом. Но здесь нет вкуса подвала, влаги. Именно вот сырости нет вкуса. Очень классный, мне очень понравилось. Классный. Так, что у нас тут? Наконец-то я удовлетворю свое любопытство. Микс глин. Вот такая вот палочка. Прикольно. Я не знаю, какие именно глины здесь использовались, но мне четко и ярко отдает чародейкой. Прям вкус чародейки есть такой, знаете, рельс влажной земли. Здесь мелочек в составе, тоже мягкий мелочек, мягкий сорт. Крупиночка очень мягкая. И вот вкус чародейки. Кто пробовал чародейку, знает, у нее вот есть свой вкус, с которым ни с чем не перепутаешь. Такой вкус гудрончика. Классная палочка, очень мягкая. Следующее. Зеленая глина. Ой, они все такие напудренные. Оп. Пыльненько. Вот такая палочка. Сейчас мы будем с вами ее пробовать.
Вот они при укусе сначала все суховаты. Я пробовала украинские глиномелы. Это Риф, Тропик, Экзотик, Фиеста. Вот он мне отдает Фиестой. Может быть, потому что в нем содержится зеленая Украина. Если сравнивать вкусы с нашими сортами, то слегка отдает кимбрийской. Вот у кимбрийской тоже свой вкус, который ни с чем не перепутаешь. Вкус мокрой земли, мокрой побелки. Мел, естественно, дает меловую нотку. И вот вкус кимбрийской. Прикольно. У этого вкус чародейки, а у этого вкус кимбрийской. Может быть, у зеленых глин, так же как и у черных, есть вот своя нота, которая присутствует во всех сортах. Но прикольненький, он уже будет поплотнее остальных. Вот сазов и зеленые, они поплотнее. Ну, сазов это вообще прям любовь, любовь. Так, следующее. Синие и стайки. Вот. Эти сорта у меня есть, потом обзорчики снимем. Такой брусочек напудренный. Какой красивый. Угу. Здесь сразу чувствуется вкус сорта стайки. Мягкая. Они, кстати, все залипают. Забыла об этом сказать. Класс. Это прям луговые травы, мокрая земля и мокрая побелка. Слегка пыльный. И есть небольшой привкус молочный. И сластит. Ой, вообще классная. Вот это прям моя любовь. Вот эти два. Смотрим следующую. Что у нас тут? Желтая. Желтая. Ну, желтая сама по себе плотная. Сейчас посмотрим, как он по плотности. Вот эти вот средняя плотность. Зеленый мягкая. Это тоже мягкая. Угу. Суховат. Тоже очень понравился. Если эти палочки, они жирненькие, то с желтой он суховат. Вкус такой слегка бумажный, меловой, сухой побелочки и пыльный. Обалденно. Так, ну давайте вот еще маленький возьмем вот этот вот, а потом уже приступим к большим. Так, что у нас тут? С каолином. О, я сразу вижу, что он будет мягкий. Такой брусочек. Давайте пробовать. Ну, украинские каолины теперь это моя любовь. Особенно азовский, полтавский. Сейчас еще надо будет до Владимира добраться. Угу. Вкус каолина неженка. Один в один.
залипает. Очень мягкий. Присутствует мелок, тоже мягкий. Вкус чисто меловой, вкус сухой извести, пыльный. Класс. Так. Смотрите, какие. Они еще в дороге побились друг об дружку. Но я очень рада, что доехали в целости и сохранности. Так. Слойка. Правильно читаю? Вот такая красота. Я сразу вижу, что здесь голубая глина. Напудрен. Голубая глина. И она большими кусочками. Видите? Такая палочка напудренная. Прям. Что, давайте пробовать. Такая большая. Угу. Опять мне отдает чародейкой. Она хоть и большая, но очень мягкая. Знаете, еще раз чародейку захотелось попробовать. Вкус гудрона, мокрой земли, мокрой побелки. Кто пробовал чародейку, тот знает. И мел здесь уже, видать, поплотнее сорт, потому что крупинка до конца ощущается, также залипает. Так, следующее. Ну, слушайте, они от наших, конечно, не отличаются. Красная глина. От наших они отличаются. Ну, а цветом таким, знаете, цвет бежевый. Если у этой цвет сероватый, видите, то у этой такой с легкой розовинкой. А здесь ну, по цвету их можно определить. Зеленоватый оттенок, очень легкий. Вот голубой. Голубая азов — это вообще моя любовь. Теперь навеки. Давайте пробовать. Ага. Вкус кирпича. Влажного. Мокрого. А еще и солененькая. Очень и очень прикольный глиномел тем, что поначалу сухой, ну, как бы я его откусила, он сухой, потом разжевывается постепенно. И соль вы не чувствуете сразу. Соль вы чувствуете уже, когда полностью его прожуете. Это, знаете, это мокрый кирпич, мокрая пыль, мокрая звездка и легкая солинка. Прям вот это тоже. Оп. Обалденный. Мне очень он понравился. Ну и остался у нас еще один. Так. С Полтавкой. С Полтавкой. О, с него сыпется. Очень они, конечно, напудренные, знаете. Да, все руки уже в меловой пыли. Давайте пробовать. Такие большие кубики. Угу. Он тоже солененький. Обожаю солененькие.
Мягкие, не хрустят, но вкус бомба. Причем у этого соль ощущается сразу, и она посильнее, чем с красной. Офигенно. Шикарный вкус. Прям вообще. Кто пробовал пористую Киргизию, хоть она и сильно соленая, но у нее есть вот эта особенная сливочность. И вот этот глиномел отдает слегка пористый. А сравниваю, чтобы хотя бы чуть-чуть вы имели представление. Но украинские сорта имеют свой шарм, свой вкус, который не перепутаешь. Вот эта палочка улетит у меня, походу, за сегодня. Мягкая, суховатая, но затем в жирную такую кашицу, прям жирную, с офигенным вкусом. Здесь и мокрая земля, и меловой, и побелочный, и пыльный, и солененькая. Хотя по структуре напоминает меренгу. Даже не меренгу, мотылек. Кайф. Что прикольно, в них используют сорта мела с мягкой крупинкой. Она не портит вкус, не перебивает вкус. Когда это все в однородную массу растворяется в кашицу, эта крупиночка очень мягкая, не дает сильно залипать. Обалденно. С вашего позволения я догрызу вот этот вот с голубой азовской. Прям вообще. Вот эти 4 прям, эти тоже обалденные. Но это прям вот любовь с первого укуса, как говорится. А еще, если эти в кашицу, то этот в комочек сразу. Итак, вот такой у нас вкусный с вами обзор сегодня был на ассорти глиномелов с Украины. Очень классные, необычные. Здесь таких вы точно не попробуете. Я попыталась сравнить с нашими, конечно, сортами, но все равно они отличаются. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.